Алкоголь. Древнейший из производимых человеком продуктов. Самая старая посуда со следами алкоголя была найдена в Китае. Эта находка датируется 7000 лет до нашей эры. Но алкоголь пили люди и раньше, как минимум 12 тысяч лет назад. А 4000 лет назад алкоголь употребляли уже практически во всех уголках нашей планеты. Различалось сырье, из которого он делался, но основными напитками были пиво и вино. В Древней Греции очень уважали умеренное употребление алкоголя. Его считали полезным для здоровья, стимулирующим работу мозга и воображения. Но уже тогда считалось, что до 18 лет его лучше не употреблять. Здравствуйте, вам пакет нужен? Хорошо. А древнегреческий паспорт покажите, пожалуйста. И несмотря на то, что на всей планете несколько тысячелетий вино и пиво считали вполне полезным, проблемы чрезмерного потребления алкоголя не существовало до последних нескольких веков. Почему? Для этого нам нужно понять, каким образом получали алкоголь. Однажды человек собрал фрукты и во что-то их положил. Через несколько дней оказалось, что от них стал исходить странный запах. Но он все равно их попробовал. То необычное состояние, которое мы с вами сейчас называем алкогольное опьянение, человек испытал впервые. И он начал специально оставлять фрукты перезревать до получения забавного вкуса. И, конечно, рассказал об этом друзьям. Мы не уверены, что именно так все и было, ведь это было очень давно. До появления письменности оставалось еще 6 тысячелетий, а до появления сторис в Инстаграме 12 тысяч 16 лет. Да уж что ж там говорить, даже Ютуба тогда не было. И раз точных данных у нас с вами нет, то этот вариант вполне подойдет. Так что же произошло с фруктами? Перезревшие фрукты становятся очень сладкими и привлекают микроорганизмы, которые мы с вами знаем как дрожжи. Они, как и все, любят сладенькое. Съедая углеводы из фруктов, они перерабатывают их. На выходе получается два вещества – этанол, то есть алкоголь, и углекислый газ. В итоге можно получить что-то похожее на забродивший сок. Это и был основной алкогольный напиток в древности. Со временем кому-то показалось, что забродивший виноград был особенно вкусным, и появилось виноделие. А кто-то случайно оставил разваренный ячмень и стал первым пивоваром. Теперь вернемся к тому, что в те времена алкоголем практически никто и никогда не злоупотреблял. Процесс брожения имеет один очень важный нюанс. Для дрожжей, как и для любого другого живого микроорганизма, алкоголь токсичен. И даже при самых идеальных условиях производства микроорганизмы умирали, когда алкоголь достигал крепости более 13-15 градусов. Важная сноска. Крепость алкоголя в градусах считается в процентах чистого спирта от всего объема жидкости. Например, в водке 40 градусов, это значит там 40% спирта и 60% воды. Но это вы и так знаете, а вот с чего вы могли не знать, что 100-градусный спирт получить очень сложно, и он практически не используется. А самым крепким можно считать медицинский спирт крепостью 96 градусов. В древности просто не было способа создать алкогольный напиток крепче, чем 15 градусов. А в основном получалось меньше. Пиво, например, в то время содержало примерно 1% алкоголя. А чтобы растянуть алкоголь на более долгое время и получить не такой резкий вкус, его разбавляли водой. В древних Греции и Риме, например, было принято добавлять на одну часть вина 4 части воды. Получался напиток, который по своей крепкости в лучшем случае был 3 градуса. Алкоголь был не крепкий и хранился недолго. Так что иметь достаточный объем для того, чтобы напиваться каждый день, было практически невозможно. Но кое-что изменилось, и произошло это относительно недавно, ну по крайней мере в нашей эре.
Ту самую сброженную жидкость, которую употребляли все народы мира, люди научились перегонять. Оказалось, что спирт испаряется при более низкой температуре, чем вода. И нагревая жидкость, содержащую алкоголь, его можно выпарить оттуда. Стойте! Но он же нам нужен. А потом собрать в виде конденсата и, охладив, получить гораздо более крепкий напиток. Фу. Сначала его планировали использовать в медицинских целях. И стоит отдать должное, используют до сих пор. Но вскоре у крепкого алкоголя нашлось два плюса. Он гораздо быстрее давал эффект опьянения и не портился. Это означало, что его можно доставлять, хранить и разбавлять до любой концентрации. Из 14 до 16 века зародились такие напитки, как коньяк, английский джин, шотландский виски, немецкий шнапс и русская водка. И с тех пор все возможные ограничения, связанные с употреблением алкоголя, пропали. А в 20 веке уже любой алкогольный напиток был доступен без ограничений по времени и количеству. Это привело к тому, что объемы и частота потребления стали не совсем адекватными. Промилле. С латинского на 1000. Термин, который у многих связан неразрывно с алкоголем, но на самом деле используется во многих областях и означает тысячную долю или 0,1%. В определении уровня опьянения эти самые промилле обозначают уровень содержания алкоголя в крови. То есть 1 промилле означает, что 0,1% от всей крови человека составляет чистый спирт. Постой, Гомер, прежде чем я позволю тебе ехать, пройди тест на алкоголь. Трезвый, под мухой, в сосиску, Борис Ельцин. Пожалуй, пойду пешком. До 0,3 промилле алкоголя в крови никак внешне не выражаются. Если переводить этот объем чистого спирта, то это на каждый литр крови 0,3 грамма спирта. Ближе к 0,6 промилле уже появляется расслабление, ощущение радости и говорливости. А страдает при этом концентрация. Начиная от 1 промилле появляется сверхэкспрессивность и переменчивость эмоций. При этом ухудшаются рефлексы, основные моторные навыки и речь. От 2 до 3 промилле теряется способность к пониманию, сильно нарушается моторика, вероятно потеря сознания и памяти. Свыше 3 промилле уже возможна смерть. Для достижения этого показателя мужчине весом 75 кг нужно выпить чуть меньше 2 литров вина или чуть больше, чем пол-литра любого 40-градусного напитка за очень короткий промежуток времени. Речь идет о том, что практически залпом. Ой, ну, прощай здоровье. А может быть, из этих перечисленных эффектов нам что-то может пригодиться? Ну, например, в спорте. Видимо, точно не потеря сознания и нарушение моторики, а расслабление. До 2018 года Всемирное антидопинговое агентство запрещало употребление алкоголя во время соревнований. В таких видах, как автоспорт, аэронавтика, водный моторный спорт и стрельба из лука. Хотя сейчас этот запрет снят, но что же давал алкоголь спортсменам? Представьте, вы весь год, а возможно и не первый, готовились к соревнованиям. Вот настал момент, который вы так ждали. Сейчас все зависит от этих нескольких секунд, минут, часов. Весь мир смотрит на вас, нельзя оплошать. Конечно, это очень волнительно. Нервы на пределе, мысли путаются, руки трясутся. А что, если я не смогу? Тут-то некоторые использовали алкоголь как помощника. Небольшая доза крепкого алкоголя очень быстро попадает в кровь, а оттуда и в мозг. Это снимает умственное напряжение, расслабляет, придает уверенности. Спортсмен отбрасывает лишние мысли и эмоции, концентрируется на результате. А в таком виде спорта, как, например, стрельба из лука, очень важно успокоить дыхание и пульс, чтобы хорошо прицелиться. Кроме того, алкоголь притупляет восприятие нервных окончаний, а от этого меньше чувствуется боль и усталость. Главное не ошибиться с дозой, потому что не добрав, можно не получить этого эффекта, а перебрав... Так что, решено, выпьем и побежали? Стоп, не так быстро.
Мне кажется, вы уже в курсе, что алкоголь имеет одну небольшую особенность. Выпив немного, хочется еще, а затем еще. Потом хочется выпивать чаще. Можете назвать это зависимостью или вредной привычкой, но это неоспоримый факт. И что же он нам несет? И сейчас я говорю про спорт и про бег в частности, а не про влияние на всю вашу жизнь. Чтобы понять, насколько вы мешаете своему телу, употребляя алкоголь, давайте сделаем небольшой эксперимент. Возьмите любое устройство, которое может записывать ваш пульс во сне, и измерьте его в трезвом состоянии. А в другой день выпейте пару бокалов вина перед сном и снова измеряйте пульс ночью. Спойлер, потому что я понимаю, что не все захотят делать этот эксперимент. Ваш пульс во сне будет на 5-10% выше обычного. А если выпить больше, то сердце может работать и на 30% интенсивнее. Это значит, что сердечно-сосудистая система намного хуже отдыхает. Кроме этого, меньше отдыхает и ваш мозг. А еще до 70% меньше выделяется гормон роста, который важен для восстановления мышц. Таким образом, тренировочный эффект от ваших пробежек вы можете сводить до нуля. И еще, расщепление этанола происходит в печени, и пока он есть в крови, печень занимается по большей части его переработкой. А это значит, что работа жирового метаболизма, основное действие которого происходит в печени, нарушается. Организм не может расщеплять полноценно жиры и получать из них энергию. Остатки алкоголя могут находиться в крови даже через 7 суток после того, как вы его выпили. Получается, что работу важного обменного процесса для бегуна вы затормаживаете на целую неделю, даже небольшой дозой спиртного. И это все очень серьезное влияние на работу организма и на ваш бег. Но может быть все наоборот. Как? Бег может влиять на употребление алкоголя. По статистике, чаще всего употребляют алкоголь для того, чтобы развеселиться, успокоиться или расслабиться. Он действительно может снять стресс и поднять настроение. Но ведь бег работает точно так же. Бег – это своего рода медитация. Радость, спокойствие, удовлетворение. И мне пробежки помогают улучшить настроение, быть бодрой и систематизировать свой день. Первое – это уверенность в себе, да. Я более спокоен, я нормально как бы все воспринимаю и так далее. Я всегда на позитиве, потому что это какие-то изумительные эмоции. Кайф от бега, именно эмоции. Уверенность в себе. Бег дает очень сильное чувство свободы, и свободу такой силы сложно с чем-то сравнить. Снятие стресса. Ты знаешь каждую собаку, которую ты пробегаешь, ты видишь, как кто-то возвращается с работы. И это такие какие-то личные истории, это очень трогательно каждый раз. Качество жизни. Отличное настроение, запас энергии. Предвкушение тренировки в любую погоду. Когда завершаешь тренировку, прям вау. И настроение улучшается каждый раз, и ты себя хвалишь потом еще 2 дня, что ты такой молодец. И кайф, конечно. Получаю от этого большой кайф. Мне кажется, что бег – это отличная альтернатива алкоголю уж точно. Как занятия бегом помогают снять стресс, мы говорили в отдельном видео «Беги или дерись». Бег не только помогает выполнить стрессовым гормонам свою функцию, но способствует выработке эндорфинов, то есть в самом прямом смысле делает нас счастливее. Точно так же, как алкоголь, бег успокаивает, снимает стресс и поднимает настроение. Только без негативных последствий и с гораздо меньшим шансом перебрать дозировку. Ну, за рыбалку. А еще есть такая теория, что одни привычки можно замещать другими. И вредные привычки можно заменить полезными. Выпить просто не захочется, когда за плечами уже хорошая пробежка. Получена доза эндорфинов и на душе уже спокойно. Так и зачем? И добавьте к этому осознание того, что алкоголь затормаживает развитие в беге. Ведь лучше ставить рекорды в беге, а не в потреблении алкоголя. Могу сказать, что я, например, знаю много примеров, когда люди, начиная бегать, прекращали употреблять алкоголь. У них не было цели бросить, он просто становился им ненужным и начинал мешать. Тем более, есть ряд безалкогольных напитков не менее приятных. Мы составили для вас топ таких напитков для бегунов с рецептами и рекомендациями. Они доступны по ссылке в описании на сайте наших друзей магазина экипировки Runzone. Так к чему это все? Что вам делать дальше? В общем-то, просто знайте, как алкоголь влияет на вас. И затем решайте, пьем или бежим дальше.
М.